каком банке в США открыть бизнес-счет и почему? Сегодня поговорим на эту тему. И сегодня со мной Марина. Она занимается бизнесом в США, и она поделится своим опытом по открытию бизнес-счета в банке в США. А меня зовут Вова, я торгую на Amazon. С Мариной мы записывали уже очень много видео. И вот еще один видео, надеюсь, он будет полезен. Оставим в описании также YouTube-канал Марины и все полезные ссылки из видео. Марина, привет! Всем привет, Вова, привет! Сегодня я хочу рассказать про свой опыт, как положительный, так и отрицательный, потому что когда люди задаются таким вопросом, где же открыть бизнес-счет, в любом банке есть бизнес-счета. И я по такому же принципу открывала в нескольких банках, но хочу рассказать о своем опыте, опять-таки, как положительном, так и отрицательном. Также у меня есть предложение на $300, если вы откроете счет по моей ссылке, но об этом будет чуточку позже. Досмотрите это видео до конца, ссылки будут в описании. Итак, давайте начнем. Значит, банки есть маленькие и большие. Маленькие — это, так сказать, региональные банки, которые есть в определенных штатах, и вы их не найдете в других штатах. И также есть большие банки, представительства которых будут во всех штатах и во всех городах. И будет много также отделений. Итак, хочу показать сайт государственный, который называется fdic.gov. Итак, есть список сайтов по их размеру. Размер определяется их активами, по-английски это assets. Вот здесь вот в этой колоночке мы можем отсортировать от меньшего к большего и от большего к меньшему. И на первом месте у нас банк Chase, то есть это самый большой банк в США. Значит, эта ссылочка будет в описании, можете посмотреть актуальные самые большие банки на сегодняшний момент, когда вы будете смотреть это видео. Дальше, есть два вида счета, это savings и checking. Savings — это сберегательный по-русски, и checking — это расчетный счет. То есть сберегательный — это, что называется, вы положили туда деньги, и они типа растут. Типа, потому что там такие маленькие проценты, что смысла в этом абсолютно нет. А чекинг, если вы планируете проводить какие-то операции, то есть вам будут поступать платежи с Амазона, либо с Etsy, либо вообще с других каких-то платформ, то есть с бизнеса, да, вы платите зарплату, что-то покупаете и так далее. То есть это расчетный счет. Вам нужен расчетный счет. По-английски еще раз checking account. Банк, который я рекомендую и с которым у меня никогда не было проблем, об этом тоже мы поговорим, это Chase. У них есть три вида бизнес-аккаунта, именно вот расчетных счета, да, и они отличаются, по сути, по размерам вашего бизнеса. Я пользуюсь вот этим первым, Complete Banking, и мне хватает просто за глаза. Мне никогда не было с ним проблем, я никогда не платила никакие фи, то есть комиссии на этом счету, и разница только в обороте. У Чейса есть фи за обслуживание этого аккаунта. И вот получается на вот этом первом счете Complete Banking это $15 в месяц. Но если на аккаунте $2000, то есть они постоянно там лежат, это фи аннулируется, то есть вы его не платите, только если 2000 у вас на счету. И вот в других счетах здесь нужно на аккаунте держать 35 000 долларов, чтобы это фи аннулировалось, чтобы эта комиссия аннулировалась. И комиссия составляет $30. И вот еще в следующем, да, $95, но на счету должно быть 100 000 долларов, чтобы эта комиссия аннулировалась. Поэтому я рекомендую для маленького бизнеса вот этот первый счет, $2000, и никаких комиссий нет. Марин, а Это когда открывать этот счет? Это когда, ну вот, предприниматель в Америке уже там имеет бизнес-идею или уже начал свой бизнес? Как вот ты, что в твоем как бы опыте ты думаешь? И также хотел сказать, что мы как бы не финансовые какие-то advisors называется, это как будет на русском языке? да. Финансовые Консультанты. консультанты. Мы не Это, бухгалтеры, не да, консультанты. да, это из опыта, ну, то есть делания бизнеса, вот, это по опыту. Вот, но все же, в каком моменте открывать этот счет? Отличный вопрос, Вова, спасибо. Я вот даже не подумала о нем и не приготовилась. Но, значит, допустим, если мы говорим про Amazon или про какой-то другой бизнес, первое, вам нужно открыть фирму. Чтобы открыть бизнес-аккаунт, любой счет в любом банке, у вас должна быть фирма, и у вас должен быть EIN, если у вас фирма открыта еще раз в США.
Первое, мы открываем компанию. Как правило, в Америке это, как правило, LLC. Скорее всего, вы будете открывать как маленькая компания. Ну, большинство просто из нас открывает простой LLC, Single Member LLC. Либо если у вас партнерство, то это будет партнерство. Итак, первое, это компанию нужно открыть. Второе, вам нужно получить EIN. То есть вот этот индивидуальный номер вашего бизнеса. И вот с этими уже документами, плюс ваш ID, то есть, например, если у вас есть водительское удостоверение, это как раз ваш ID, вы со всем этим набором идете в банк и открываете счет. Открываете счет и также возьмите с собой деньги, чтобы вы могли положить на счет какой-то баланс, да, изначальный. Вот. И потом, допустим, если вы продаете, ну, допустим, на Amazon, на Etsy, там будет графа «Введите ваш расчетный счет», «Введите ваш банк». И вот туда уже вы введете М. свои банковские реквизиты. Мгм. То В есть чем как бы вопрос был? сначала... Да-да-да, то есть Ну, сначала вот, как бы мы имеем типа бизнес-идею какую-то, да. начинаем что-то с ней делать, и потом мы должны открыть какую-то фирму, например, вот LLC или там какие-то другие открываются, я знаю, есть там C-Corp, S-Corp, там есть, вот ты говорила, или это C-Corp, другое уже? S-Corp — это просто немножко другое налоговое положение. Это тоже LLC. Это все будет Ага, LLC. И все. вот как бы такой зонтик LLC, да, и там может быть single member LLC, там может быть партнерство, там может быть S-Corp, и там может быть C-Corp. Но это все будет LLC. Понял. То Вот. есть вот это открывается, мы получаем также вот EIN, и вот в этот момент мы можем как бы идти уже открывать банк, чтобы потом этот банк вбить в ту площадку, которая нам Да, хочет платить деньги, да. ну или хотя бы мы хотим, чтобы она нам платила деньги, и там будет в этот счет вбит, и тогда они смогут нам переводить зарплаты за наши продажи на этих Да. площадках. То, что мы сегодня говорим, это для тех, кто живет в Америке. Я так понимаю, для тех, кто не живет в Америке, видимо, другие будут какие-то правила. Тоже я знаю, как-то эти Да. счета открываются, но это чуть другой процесс. Сегодня мы говорим для тех, кто живет в Штатах. Вот, и также, допустим, если у вас другой бизнес, например, вы косите траву или что-то Мгм. другое, вам будут клиенты перечислять деньги. Вам Мгм. опять-таки нужен банковский счет. То есть, если это клиенты, либо какие-то платформы, они вам перечисляют деньги на банковский счет, и вы уже с него, например, платите либо себе зарплату, либо на свой персональный счет вы переводите там деньги, либо что-то покупаете для бизнеса. М. Либо, например, у вас есть кредитки, и вы оплачиваете эти кредитки также с этого расчетного счета. В общем, без него как бы вы в бизнесе, ну, вы не сможете оперировать, потому что он вам нужен. Спускаемся ниже, можем посмотреть, что нужно сделать, чтобы избежать вот этих $15 комиссию в месяц. Это первое, держать на балансе $2000. То есть, смотрите, если у вас там, допустим, 30 дней, у вас должно быть ни одного дня, чтобы не было ниже двух Мгм. тысяч, иначе комиссия. Может быть больше, может быть намного больше, конечно же, но минимум просто 2000. А также безлимитные транзакции и безлимитные снятия денег с банкоматов. Никогда не пользовалась. Ограничение, сколько вы денег можете внести на счет в $5000 в месяц, я никогда... Это вот именно когда вы просто приносите в бизнес дополнительные деньги, как бы инвестируете. Когда Мгм. у вас идет приход с бизнеса, вот, допустим, с Амазона, там, Etsy и так далее, со стрижки травы и так далее, никаких комиссий нету за это. Теперь давайте про $300. Как же их получить и что нужно сделать? Ссылочка будет в описании, по ней переходите. Вот здесь нужно будет ввести ваш e-mail. Давайте попробуем, допустим, marina@gmail.com. Ну, вы вводите, естественно, свой. И дальше вы нажимаете либо открыть аккаунт онлайн, если вы хотите открыть его онлайн, либо оффлайн, вот справа, да, Open Account in Branch. Branch — это отделение банка по-русски. Нажимаете, что вам удобно. Если вы выбираете оффлайн, то есть вы хотите физически пойти в банк с документами, чтобы они открыли вам счет, то вам придет на вот этот e-mail, который вы указали, вам придет код. Вот с этим кодом приходите в отделение, и перед тем, как вы начнете оформлять документы, вы говорите: у меня есть промокод на $300, и показываете оператору именно до, не после, когда она вам оформит. Это очень-очень важно. Значит, условия. Вы должны быть новым клиентом банка. Если у вас когда-то был аккаунт Chase, вот именно бизнес-аккаунт, да, именно бизнес-аккаунт, но за последние 2 года у вас не было никакого счета, вы также считаетесь новым клиентом. Это значит первое условие. Второе, вам нужно внести на депозит 2000 или больше, и чтобы этот депозит у вас был в течение 60 дней. Еще раз, ни одного дня не должно быть,
чтобы было меньше. Вы можете пользоваться этим счетом, то есть вы можете внести, например, 5000, да, и оперировать там в рамках, допустим, 2-3 тысяч, да. Самое главное, чтобы не снижалось ниже 2000 у вас, ну, никогда за этот период времени. И последнее условие – это совершить 5 транзакций по этой карте. Вы можете просто зайти в магазин и что-то купить для своего бизнеса. Опять-таки, для бизнеса, не для себя. Мгм. Либо онлайн совершить просто 5 транзакций. Транзакция – это покупка. Покупка, например, это транзакция. И вот эти 5 транзакций нужно совершить в течение 90 дней. И все, и вам начислят бонус. Я пользовалась такими предложениями много раз от разных банков. И на кредитные карты, и на вот просто если вы расчетный счет открываете, это как бы действительно работает. Самое главное, сохраните на всякий случай, сохраните вот этот код, который вы даете, да, до момента зачисления вот этих $300. Потому что если, ну, что вот собьется, например, в системе, вы можете сказать, вот я открывал аккаунт, вот мой код, и они скажут, да, хорошо, мы вам зачислим. Тогда в описании оставим ссылку от Марины на банк Chase, $300 бонус. И вот если все вот эти вещи соблюдать, то в итоге будет $300 бонус, прикольный бонус. Я понимаю, можно Да. использовать его для бизнес-целей, там, закупить еще инвентаря или на рекламу потратить, ну, ваши деньги. Вот, это будет в описании. Хотел спросить, ты говорила про кредитки, то есть надо будет пользоваться кредитками, чтобы вот сделать 5 транзакций. Мы получаем кредитку Нет. когда мы поступаем в банк или как? Нет, кредитка это опциональная. Если вы только открыли бизнес, там еще нет никаких оборотов, скорее всего, вам кредитную карту не дадут сразу. Опять-таки, это Мгм. из моего опыта. Я также зафайлила в Chase, вот как только открыла свою компанию. И так как у компании еще нету оборотов, то есть были обороты у меня, как у Марины, да, как у частного лица, но у компании еще нет какой-то истории, у меня был отказ. То есть совет это подождать примерно 4-6 месяцев, когда у вас вы открыли вот как раз вот этот расчетный счет, и вы показываете свой оборот, что деньги приходят, уходят и так далее, что у вас есть бизнес. И тогда у вас более вероятно, что вам дадут кредитку. Именно на бизнес, именно вот бизнес-кредитку. Я понял. А тогда как нам делать эти транзакции? Надо делать дебитную карту, получается? Да, вот хороший вопрос, кстати. Да, получается, когда вот ты открываешь вот этот расчетный счет, тебе выдается дебетная карта. Она вам М. физически придет, ну, в течение недели обычно. Мгм. Обычно там, они говорят иногда там 2-3 недели, но, как правило, там в течение одной недели уже все приходит. И вот с этой карты вы можете совершить транзакцию, либо Мгм. пойти в магазин и просто провести, да, ну, купить что-то, либо Мгм. онлайн также совершить эти транзакции. То есть 5 транзакций должно быть. Мгм. Опять-таки, транзакция может быть, если, допустим, Amazon вам присылает деньги. Ну, то есть что-то из этого, это тоже транзакция. Но просто когда новый бизнес, возможно, еще нет каких-то транзакций, самое простое это купить что-то. Просто купить что-то для Мгм. бизнеса, как идея. Ну, я вижу, там написано qualifying transactions, номер 3, там можно кликнуть, и там, наверное, будет видно, такие маленько написано, вот, Да, можно. какие именно транзакции проходят. Ну, ты говоришь, что в твоем случае там, ну, просто нужно было что-то Я там делала купить, но покупки. да, но Вот можно смотри, посмотреть, что дебет именно они говорят. Ага. Вот, получается, debit card purchases, то есть это покупки с вашей дебетной карты. Это еще раз, вот эта дебетная карта, она привязывается к вашему расчетному счету. Это одно и то же как бы. Если вы принимаете какие-то платежи через вот какой-то их платеж, скорее всего, если у вас онлайн-бизнес, вы не принимаете платежи. Это если вот как раз вы траву косите, и вы принимаете Мгм. какие-то платежи от человека. Опять-таки, ну, то есть можно здесь почитать, что Мгм. можно, но самое Мгм. простое, еще раз, из моего опыта, просто Мгм. пойти что-то купить. Например, даже можно пойти в какой-нибудь магазин, вот где все по доллару, и просто купить 5 штук и отдельно транзакции сделать, и все, и не заморачиваться просто. Ну, действительно, купить, Мгм. что бизнесу нужно. Ну, бизнесу много что нужно. Можно я помню, я покупала вот эти вот ролики для, например, как вот одежду чистить. Мгм. Если это Мгм. действительно вы продаете одежду, вы такое можете купить именно, если вам это нужно. Значит, про Chase. Почему мне нравится этот банк? У меня с Chase вообще не было никогда проблем. У меня есть в Chase два аккаунта. Первый это мой персональный на Марину, да, Марина Мэй, и второй на мой бизнес. То есть у меня два есть аккаунта. Бизнес и на меня как на физическое лицо. Также у меня есть две кредитки. Это опять-таки одна на меня и одна на бизнес. Такие приятные воспоминания. Моя первая кредитка в Америке это была банка Chase. На меня как на физическое лицо. Вот, поэтому, значит, у меня 7 лет мой банковский счет и 5 лет бизнес-банковский счет, и за это время мне не было просто ничего. Удобно у них есть вот в приложении, в мобильном приложении, вы можете назначить встречу, чтобы вы пришли и вас оператор банка уже ждал.
То есть вам не нужно сидеть в очереди, кого-то М, там ждать и так далее. То есть вы выбираете адрес, вы даже можете выбрать какого-то оператора, если вы работаете там с определенным оператором, допустим, он вас ведет, да, и назначаете время, и вы приходите без всякой очереди, вас уже ждут. Вот это прикольно. Я просто расскажу позже про другой опыт, и тут почувствуйте разницу. Второй момент. Иногда вам нужны чеки. Иногда, потому что это уже как-то более уходит с рынка, но все равно есть какие-то компании, которые принимают только чеки. То есть они не принимают онлайн-платежи, они не принимают наличку, они принимают только банковские чеки. Пример, у меня бухгалтер, вот он сказал, мы принимаем только чеки. В основном такие старые бизнесы, которые еще не хотят трансформироваться на что-то новое, они как бы вот предпочитают чеки. Так вот, вот эта чековая книжка, которая вам практически никуда не понадобится. Для примера, в 2024 году я использовала 2 чека. Вот один на бухгалтер и второй, не помню, по-моему, на налоги, что ли. Ну, в общем, часто вы ими пользоваться не будете. Вот эта чековая книжка, она стоит, как правило, около 100 баксов, там 70-80 долларов, которая вам не нужна, она вам будет пожизненная. Я пришла в Чейз и говорю, можете мне дать там один или там два чека, допустим? Они говорят, да, без проблем, мы можем... еще эту чековую книжку нужно ждать, то есть вы ее заказываете, она там приходит в течение месяца. И я говорю, мне нужно там пару чеков. Они говорят, да, без проблем, мы можем вам дать 3 чека за 3 доллара. Я говорю, давайте, давайте. И я еще раз за год использовала 2 чека, вот один у меня до сих пор есть, 3 бакса. Не надо заказывать эту чековую книжку, как бы все для людей. Вот в таких мелочах как бы это понимаешь. Так, теперь, значит, мой негативный опыт. Тут сразу я хочу сказать, это именно мой опыт. Я уверена, найдутся много людей, которые скажут, у меня вот именно с этими банками все было отлично, и как бы, но опять-таки, я просто рассказываю про свой, поэтому и в чем разница, да, между одним банком и другим, вот решила рассказать и отрицательный тоже. мгм. Первый банк это Truist или Truist, не знаю, как правильно по-английски. Это было слияние банка, было два банка, это BB&T и SunTrust. И они соединились в каком-то году, и получился банк Truist. Так вот, исторически у меня был счет вот именно в Сантрасте. И с Сантрастом это был, ну, наверное, маленький банк, я даже не знаю, но у меня проблем с ними никогда не было, все было нормально. Также хочу уточнить, что у меня была зарплата с этого банка. Зарплата как происходит? То есть у вас должна быть какая-то компания, которая эту зарплату как бы вам проводит. То есть она перечисляет вам зарплату, она перечисляет налоги с вашей зарплаты и так далее. Вот это все этот. У меня это QuickBook, кому интересно. Так вот, зарплата у меня была годами, так как у меня вот как раз S-Corp, то есть я должна платить себе зарплату, я плачу зарплату своей упаковщицы. Ну так вот, когда произошло слияние, в принципе, от меня ничего не потребовалось, то есть как бы у меня поменялись там номера счетов, поменялся банк, все, но как бы все прошло нормально. Но в какой-то момент у меня зарплата просто не снялась, то есть вот QuickBook, он как бы запросил эти деньги с аккаунта, и банк ему отказал. Из-за этого у меня был штраф от QuickBook на 100 долларов и 25 долларов от штата, то есть у меня был штраф на 125 баксов. И просто за то, что банк отказал на снятие вот этих денег. Я звоню в банк и говорю, ну, что случилось? Они говорят, это потому, что у вас неактивный аккаунт в течение какого-то времени. Я говорю, что у меня зарплата дважды в месяц, у меня не может быть неактивный аккаунт. Плюс у меня транзакции, да, когда, то есть, Мгм, если, мгм. например, на Амазоне я снимаю деньги каждый день, если там есть деньги. То есть транзакции проходят постоянно. Я говорю, такого быть не может, у меня единственный аккаунт, там как бы проходит просто все. Он говорит, да, ну давайте посмотрим. Посмотрел и такой говорит, да, и правда все активно, мы не знаем. Я говорю, отлично, отличный ответ вообще с банка, который вот я звоню, да, ну я без понятия. Я пошла в банк и говорю, компенсируйте мне, пожалуйста, 125 баксов, вот, пожалуйста, вам документы и так далее. И они мне отказали. Я говорю, Вау. ну вообще, ребят, как бы это по вашей вине, 125 долларов, и вы мне отказываете, ну просто, вообще без слов. Второй случай, как раз у Сантраста я заказывала вот эту чековую книжку, потому что у них не было такой опции взять просто 2 или 3 чека. Я заказала вот эту всю чековую книжку, и она у меня так и лежала. Опять-таки, когда банк поменялся, там поменялись вот эти вот номера счетов, поменялся сам банк, ну, в общем, все поменялось. Нужно менять чековую книжку. Я говорю, пожалуйста, замените мне чековую книжку. Они говорят, хорошо, платите. Я говорю, у вас было слияние банка, я-то тут при чем? Как бы я заказала чековую книжку, просто поменяйте мне. Они говорят, нет, вы должны заново ее заплатить и купить. Я говорю, вообще обалдеть, конечно. И вот эти два случая, как-то, знаете, доверие к Труисту у меня подорвалось. Я закрыла этот аккаунт и как бы вот. Еще раз, только свой опыт я рассказываю. Дальше второй банк у меня был Regions.
Первое, там был такой случай, как раз у меня было вот это приложение, что если вы открываете аккаунт, там, допустим, вы получаете там 200-300 баксов. Я захожу в один аккаунт, и что-то меня там смущало. Не помню, какой был вопрос, но я говорю, правильно ли я понимаю, что это вот означает вот то-то, то-то, то-то. Представитель банка мне говорит, I'm not sure, типа, я не уверен. Я думаю вот так. Я такая Мгм. говорю, ну, как бы, я говорю, вы у кого-то узнаете или как? Мгм, Ну, как бы, мгм, если мгм. ты не знаешь, да, мне же не просто мнение нужно, мне нужно, чтобы точно, как это будет, да. И он говорит, ну, как бы, я не знаю, спрашивать у кого, ни у кого не будет. Ну, он как бы так не сказал, конечно, но он сказал, как бы, я не знаю, спросить, типа, не у кого. Я говорю, ну, блин, классно. Потом я поехала в другое отделение, там мне сказали, на самом деле, правильно, и сказали более уверенно, и я открыла, действительно, было так, как они сказали. Но вот эти 2 ответа, они были разные. Вот в чем Мгм. прикол. То есть в первом отделении он как бы не знал ответа, и он мне сказал как раз неправильный. Во втором как бы знали. Ну, как бы, знаете, тоже такое себе, как бы, как они проходят тренинг. Мгм. Там вечные были очереди. В то время, когда у меня был вот этот аккаунт, с мобильного приложения вы не могли, там нельзя было назначить встречу, чтобы я пришла и без очереди просто совершила, ну, то, что мне нужно было сделать в банке, допустим, да. То есть я прихожу, там сидит куча операторов, у них нет людей, сидит очередь, и я говорю, мне нужно вот это, вот это, вот это. Они говорят, о, это вот, например, вот к этому человеку, он сейчас на обеде, и вот эта вся очередь к нему, и только он может это сделать. Ну, как бы у меня нет времени вот это сидеть в очереди к одному человеку, которого нет, естественно. И такое у меня было несколько раз. Вот такое у меня было несколько раз. Какая-то вот что-то там с организацией в этом банке. Мгм. Опять-таки, я закрыла, и мне не понравилось. Вот Мгм. такой у меня опыт, положительный, отрицательный. Еще раз, я рекомендую Chase. Никаких проблем у меня вообще не было за 7 лет и 5 лет бизнеса в этом банке. Воспользуйтесь предложением, ссылочка будет в описании, $300 получите обязательно. Если у вас Мгм. тоже есть какие-то интересные истории про банки, как вы открывали, и что-то вот такое забавное, что вот, ну, примерно как я рассказывала, напишите в комментариях. Мгм. Интересно будет и вам, и нам почитать, и другим также пользователям почитать. Потому что изначально реально кажется, ну, как бы, ну, банк и банк, какая вообще разница? Но разница огромная. Особенно, когда, знаете, у нас, у бизнесменов обычно никогда не бывает времени. И лучше это время потратить на что-то другое, а не на разбирательство с банками. Вот это сто Мгм. процентов. Хорошо, Марин, Вот, да, спасибо, что поделилась. Если какие-то комменты у кого-то будут, там, вопросы или фидбэк, пишите в комментариях. Вот, и я с Мариной поговорю, мы ответим. Да, ссылка в описании на предложение от Марины по банку Chase. Вот, это будет партнерская ссылка, то есть если когда-либо там будете делать бизнес с этим банком, то Марина какую-то часть от сделки получит на свой банковский счет. Это не стоит вам больше денег, но так можно поддержать контент Марины бесплатный, у нее много видео там на канале, и все бесплатно, и это прикольно. И также оставим ее канал тоже, YouTube в описании, ссылочку на Chase, $300, которые можно получить там. Прикольно, мне кажется. И да, Марин, да, мне спасибо тоже. тебе, что поделилась своим Да. опытом сегодня, и надеюсь, у ребят будет работать бизнес хорошо, и они смогут эти $300 тоже там пустить куда-то в оборот, и тоже им поможет вырасти. Да, Вот, ну и всем удачи. Спасибо тебе, Марин, да. Всего да. хорошего.